Отступление, происходящее в последние месяцы, сначала из Харьковской области, а затем из Лимана, а сейчас постепенное оставление позиций под Херсоном, стало самым крупным поражением российской армии со времен первых лет Великой Отечественной войны. Да, неудачные операции случались и в Афганистане, и в Чечне, но такого, чтобы рухнул целый фронт, и войска стремительно бежали, бросая технику и склады с боеприпасами, такого не было уже очень давно. Впрочем, есть существенная разница между Великой Отечественной и Путинской войной в Украине. Первая – это война оборонительная, когда враг пришел на твою землю, и ты защищаешь ее с оружием в руках. Даже серьезные поражения в такой войне, как правило, не подрывают дух армии, и отступление обычно воспринимается как болезненное, но необходимое действие, если в принципе есть возможность сопротивляться. А вот в случае агрессивной войны, где ты выступаешь в роли атакующей страны, мотивация армии – задача очень сложная. Она худо-бедно решается во время наступления. Солдаты входят в еще не разоренные населенные пункты, где можно вдоволь помародерить, наесться, напиться и отправиться домой со стиралкой и холодильником. К тому же, думают бойцы, противник слаб и растерян, не за горами победа, а там и дележ трофеев, раздача орденов и триумфальное возвращение домой. Совершенно другая история, когда армия агрессора переходит к обороне. Зачем? Ради чего обычные парни из Кызыла и Кинешмы, тем более принудительно мобилизованные, должны вгрызаться зубами в чужую землю за тысячи километров от дома, отстреливаться до последнего патрона и писать предсмертные записки в духе «Иду в бой, если умру, считайте меня коммунистом». Как заставлять их рисковать своей жизнью и здоровьем, когда есть очевидный, намного более простой и безопасный путь – отступить? Не поставишь же в самом деле за каждой ротой заградотряд с пулеметами. Да и если поставишь, то сам этот заградотряд пустится в бегство при первой же возможности. С этой проблемой сталкивались многие военачальники во все времена, от античности и до наших дней. И глобально решить ее так и не удалось. Крупное поражение в агрессивной войне, когда тебе приходится позорно бежать, сдавая практически без боя города и целые области, это очень серьезный удар по морали. Это то, что усиливает голоса противников войны внутри страны, то, что заставляет ястребов сменить риторику и тоже начать критиковать руководство. Это то, что может окончательно сломить дух войск, которые в российской армии и так не на высоте. В общем, дело совсем не в конкретных военных успехах украинцев в последние месяцы. Несмотря на отчаянные попытки российского командования исправить ситуацию, в том числе объявив мобилизацию, в войне очевидно произошел психологический перелом. Он оказал важное влияние и на российскую армию, и на путинскую Россию в целом. Сегодня вспомним с вами о других войнах и о тех сражениях, которые стали переломными и повлияли на дальнейший ход военных действий. А потом чуть-чуть прикинем, как это все применимо к нынешней войне. Перед тем, как об этом всем поговорим, небольшое объявление. На следующей неделе я буду сначала в Берлине, а потом в Брюсселе. Я бы хотел встретиться там с местными политиками, с которыми можно обсудить вопросы, связанные с россиянами, бегущими от войны. Иногда такие разговоры имеют эффект. В Финляндии, например, не стали запрещать транзит для россиян шенгенскими визами. А это основное, о чем я говорил там с политиками, когда встречался и даже обращение записал тогда. Если вы можете помочь организовать встречи с депутатами или другими политиками в Берлине или Брюсселе, заполните, пожалуйста, форму по ссылке в описании. И это нам сильно поможет. Ну все, давайте к ролику. Я уже говорил, что лучшая историческая аналогия для этой войны – это война России с Японией начала 20 века. Сюжет один в один. Теряющий популярность единоличный правитель, не придумав других способов вернуть народную любовь, решает устроить маленькую победоносную войну. Даже идеологическая основа похожа. Тогда для оправдания экспансии на восток был изобретен некий проект Желтороссии, то есть русификации Тихоокеанского побережья Китая. Противником царской России была назначена Япония, которую мало кто воспринимал всерьез. Например, одна газета, сообщая о начале войны, цитирует участников патриотического митинга. «Не пройдет и полугода, как наши войска разгромят столицу Микадо». Не 3 дня, конечно, но сделаем поправку на расстояние. Однако маленькая победоносная война превратилась в большую катастрофу. Чаще всего, говоря о тех событиях, мы вспоминаем сдачу Порт-Артура после нескольких месяцев осады и гибель российского флота в сражении около острова Цусима.
Были в русско-японской войне и наземные сражения. Самое крупное из них состоялось в феврале 1905 года возле китайского города Мукден. Российские сухопутные силы потерпели в нем сокрушительное поражение. Армия под командованием генерала Куропаткина растянулась слишком сильно, создав линию фронта протяженностью в 150 километров. Японцы имитировали нападение на восточный фланг этого фронта, поэтому российское командование перебросило туда дополнительные силы. Но в итоге противник всей мощью обрушился на ослабленный западный фланг, достиг там успеха и вышел в тыл российским войскам. Создалась угроза окружения, и Куропаткин был вынужден отдать приказ об отступлении. Пришлось бросить вооружение, продовольствие, раненых, лишь бы успеть уйти с места битвы, пока японцы не перерезали последнюю дорогу. Фронт, по сути, рухнул. Русская армия отступила без малого на 200 километров на север, где и оставалась до конца войны. Российские войска потеряли только пленными более 20 тысяч человек из 280 тысяч, то есть практически каждого десятого. С военной точки зрения, город Мукден, занятый японцами по итогам сражения, большого значения не имел. Да и армию российскому командованию удалось сохранить. Она не попала в котел и не была уничтожена. Но психологический удар от этого поражения был огромный. В ходе войны произошел перелом. Можно было бы сказать, что Россия еще ничего по-настоящему и не начинала, ведь у русской армии, в отличие от японской, были огромные незадействованные резервы. 1 000 000 человек под ружьем и 3,5 миллиона в запасе. Но войска оказались деморализованы и просто не готовы к новому наступлению. Хотя силы японцев тоже были изрядно потрепаны в Мукденском сражении. Поражение под Мукденом и другие провалы армии и флота серьезно повлияли и на настроение в обществе. В начале русско-японской войны наблюдалось сплочение вокруг флага и подъем патриотизма, но после серии неудач атмосфера резко изменилась. Российская интеллигенция начала критически высказываться по поводу войны. Лев Толстой, главный нравственный камертон того времени, заявил, что не поддерживает ни Россию, ни Японию. Поэт Константин Бальмонт был еще более радикален. В 1906 году, уже после войны, он написал: «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь – кровавое пятно». Или вот путинские пропагандисты рассказывают, что нельзя желать поражения своей армии во время войны. Но напоминаю, на главной площади почти каждого российского города стоит памятник человеку, который на этом построил всю карьеру. Владимир Ленин желал поражения царскому правительству в любой войне, и русско-японская не была исключением. Ну ладно, экстремист-радикал Ленин. Так ведь против войны, в частности после мукденского поражения, высказались и абсолютно системные либералы. В том числе будущие лидеры кадетов Струве и Милюков. Вот, например, что писал Струве, вполне актуальная мысль сегодня. Поражения России в войне имеют огромное воспитательное значение. В политике следует всегда помнить, люди воспитываются не столько пропагандой идей и принципов, сколько событиями. Идея политического освобождения России приобретает с каждым новым поражением новых сторонников. В общем, удар по имиджу царской власти был огромным. В 1905 году в России разразилась революция. Конечно, она была связана не только с русско-японской войной, причин было намного больше. Но военные неудачи точно подбросили дров под тот кипящий котел, которым стала тогда Россия. Так, одной из причин восстания на броненосце Потемкин летом 1905 года стали слухи о возможной отправке на войну с Японией. Армия и флот потеряли доверие к своему командованию и не желали бесславно гибнуть ни за что. Николай II был вынужден заключить мирный договор с Японией и пойти на серьезные территориальные уступки. А 17 октября 1905 года в результате затяжного политического кризиса ему пришлось подписать манифест о создании Государственной Думы и о введении гражданских прав и свобод. Война с Украиной действительно во многом похожа на войну с Японией. Правда, события происходят в обратном порядке. У Путина уже была своя Цусима, гибель флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва». В сентябре он пережил свой Мукден, когда войска были вынуждены оставить Харьковскую область. Видимо, очередь за сдачей Порт-Артура. Эту роль вполне может примерить на себя Херсон. Война против Украины уже длится дольше, чем Сталинградская битва.
Сражение, которое сломало хребет вермахту, но главное, надломило Германию морально. В июле 1942 года вермахт прижал отступающую Красную армию к Волге у Сталинграда. К ноябрю советские войска удерживали в городе лишь несколько небольших плацдармов. Казалось, все кончено. Но неожиданными ударами с севера и юга Красная армия опрокинула слабые фланги противника, где были дислоцированы итальянские и румынские части, и замкнула кольцо вокруг 6-й армии, которой командовал Фридрих Паулюс. В котле оказались 300 тысяч человек, большая часть из них погибнет. Основные силы вермахта не смогли пробиться к окруженным частям, а у Люфтваффе не получилось наладить воздушный мост для снабжения. В итоге, в конце января 1943 года Паулюс был вынужден капитулировать. В плен попала целая армия во главе с фельдмаршалом. Неслыханное дело! Гитлеровцам пришлось отступить с Северного Кавказа, с Кубани и из Ставрополья. С военной точки зрения, поражение под Сталинградом было для Германии, конечно, чувствительным ударом, но далеко не фатальным. Красная армия в 1941 году попадала в передряги и похуже. Тем не менее, продолжала сражаться и в итоге победила. Однако здесь работает именно та разница, о которой мы говорили в начале. Одно дело, когда ты защищаешь свою землю от захватчиков и терпишь неудачи, и совсем другое, когда ты сам захватчик и получаешь по зубам. Непобедимая германская армия побеждена! Эта новость повергла немецкое общество в состояние шока. От этого шока оно уже не оправилось. В начале Второй мировой войны Берлин продолжал жить более-менее обычной жизнью. Работали театры и кабаре, люди ходили в кафе и рестораны. Фюрер открывал самое высокое колесо обозрения в Рейхе. Ну ладно, этого он не делал. Более того, благодаря успехам гитлеровской армии уровень жизни даже вырос после начала войны. В семьях, принадлежащих к среднему классу, появились горничные. Это были женщины из Польши и СССР, угнанные в рабство. Полки магазинов ломились от товаров из захваченных стран. Русская икра, греческие фрукты, французское вино. Постепенно эйфорические настроения проходили, особенно после того, как блицкриг против СССР не удался. Конечно, в гитлеровской Германии свирепствовала тотальная цензура, а пропаганда утверждала, что спецоперация идет, война идет строго по плану. Но в газетах все больше места занимали некрологи погибших солдат вермахта. Кроме того, в Германию хлынул поток писем с Восточного фронта, а в письмах ложились на бумагу те самые вопросы. Что мы здесь делаем? Зачем мы пришли на эту землю и убиваем ее жителей, которые так отчаянно сопротивляются? Сталинград стал точкой окончательного перелома в настроениях. Скрыть гибель целой армии и пленение 90 тысяч военнослужащих вместе с командующим было невозможно. В Германии был объявлен 3-дневный траур, отменены все увеселительные мероприятия. Жизнь после этого уже никогда не будет прежней. Изобилие в магазинах вскоре иссякнет, появятся продуктовые карточки и хлеб из опилок. Перед машиной пропаганды встала задача не дать развиться упадническим настроениям. 18 февраля 1943 года Геббельс выступил в Берлине со своей, пожалуй, самой известной речью. Он призвал немецкий народ к тотальной войне до победного конца. Он рисовал соотечественникам ужасные картины. Если вермахт потерпит неудачу, то волна варваров с востока сметет великую германскую цивилизацию с лица земли. «Позади приближающихся советских дивизий, — кричал он с трибуны, — мы видим еврейские отряды по уничтожению, а позади них террор, призрак массового голода и полная анархия». 13 января 1943 года, еще до капитуляции армии фон Паулюса, Гитлер выпустил секретную директиву о всеобщей мобилизации. Речь шла не только о пополнении армии. Все мужчины в возрасте от 16 до 65 лет и женщины от 17 до 45 подлежали призыву на военное производство. Требовалось срочно нарастить выпуск танков, самолетов и снарядов. Но все это нацистам не помогло. Полученная в Сталинграде моральная травма оказалась неизлечимой. Началось отступление на запад, и шансов выиграть войну у Германии не осталось. Не менее важным было изменение отношения персонально к Гитлеру. Причем не только в обществе, но и в армии. У фюрера была репутация человека, которого поцеловала в лоб богиня удачи. Ему сходила с рук любая авантюра. Он отправлял войска в Рейнскую область и в нарушение международного договора. Он провернул аншлюз Австрии через фейковый референдум. В Мюнхене он обвел вокруг пальца Чемберлена и Даладье и прибрал к рукам Чехословакию. Наконец он разгромил поляков с французами и заставил англичан убраться с континента. Первая серьезная осечка случилась под Москвой.
Неудачу объяснили плохой погодой, недостаточной подготовкой и провалами командования. Командующий сухопутными войсками Вальтер фон Браухич был отстранен, и его место занял лично Гитлер. Но найти оправдание после поражения на Волге было уже намного сложнее. Миф о непобедимости фюрера развеялся. Именно после Сталинграда офицер генштаба Штауфенберг, участник заговора немецких военных, приходит к выводу: Гитлера необходимо убить. Покушение на рейхсканцлера в итоге провалилось, но если посмотреть по именам, то мы увидим, что в нем участвовали многие высшие офицеры вермахта. Настолько сильно они разочаровались в фюрере. Кстати, у меня на канале выходил ролик про попытки убить Гитлера. Посмотрите, если еще не видели. Моральный перелом после военных неудач характерен не только для авторитарных и тоталитарных режимов. Этот механизм точно так же работает и в демократиях. В 1965 году Соединенные Штаты Америки влезли в войну на стороне Южного Вьетнама против коммунистического Северного. Несколько лет они утюжили с воздуха базы северо-вьетнамских партизан и выжигали напалмом целые деревни. Но стратегического успеха достичь не смогли, хотя держали во Вьетнаме полумиллионный гарнизон и несли ощутимые потери. Армия Соединенных Штатов завязла в тягучей партизанской войне. А в 1968 году войска Северного Вьетнама перешли в наступление. Оно началось 30 января, накануне Дня Тет, когда вьетнамцы отмечают Новый год, поэтому получило название Тетского наступления. Были атакованы десятки городов. Коммунисты захватили город Хюэ, бывшую столицу. Бои длились полгода. Что характерно, войска Северного Вьетнама потерпели поражение. Они потеряли убитыми 50 тысяч человек и обескровили свою армию. Но именно неудачное Тетское наступление стало точкой перелома для Америки. Несколько лет подряд президент Джонсон и его военачальники рассказывали американцам, что победа уже близка. А тут оказалось, что вьетконговцы не то что не разбиты, а способны на масштабные боевые действия. После Тетского наступления в Соединенных Штатах достигает своего пика пацифистское движение. К нему присоединяются мировые знаменитости, такие как Джон Леннон и Йоко Оно. Масло в огонь подливает американское телевидение, которое показывает жестокие кадры боев во Вьетнаме, последствия напалмовых бомбардировок и другие военные преступления. Генералы просили у президента Джонсона усилить группировку в Вьетнаме, чтобы окончательно разгромить коммунистов, но Джонсон этого сделать уже не мог. Под беспрецедентным давлением общества он объявил о начале деэскалации, сокращении бомбардировок Северного Вьетнама и снял свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов. Вот так захлебнувшееся Тетское наступление стало точкой перелома в войне. Американские войска окончательно ушли из Вьетнама лишь через 5 лет, но именно тогда, в 1968-м, всем в США стало понятно, что война проиграна. События, происходящие этой осенью на фронте, будут считаться важной точкой перелома в этой войне, как стали точками перелома Мукден, Сталинград и День Тет. Потому что этот механизм работает одинаково вне зависимости от эпохи, страны и политического режима. Подобные поражения абсолютно на всех действуют одинаково и влияют. Они придают сил и уверенности тем, кто защищается. Мы можем успешно контратаковать и бить врага. Он не так силен и страшен, как нам казалось. Они деморализуют атакующую армию. Там-то прекрасно понимают, кто во всем виноват. И, возможно, новый полковник Штауфенберг сейчас собирает свой чемодан, отправляясь на высокое совещание в бункер. Стремительное бегство удручающе действует на тех, кто согласился сотрудничать с оккупантами и поверил в заверение, что Россия здесь навсегда. Потому, например, назначенная россиянами местная администрация в Херсоне уже вынуждена эвакуироваться в Россию, якобы для того, чтобы было удобнее атаковать украинскую армию. Не нужно быть оракулом, чтобы предсказать, если каким-то образом российская армия захватит в Украине еще какие-то территории, у нее будут огромные проблемы с поиском людей для формирования местных органов власти. Да и нынешние коллаборационисты могут глубоко задуматься о своем будущем, причем не только на свежеоккупированных землях, но и, например, в Донецке или в Крыму. Наконец, такое поражение уничтожает даже тот хрупкий баланс, который сложился в России в последние 7 месяцев. Собственно, последствия случившегося мы уже можем увидеть воочию.
Чуть ли не впервые за путинское правление мы наблюдали публичную схватку между различными группировками. В данном случае атаку Кадырова и Пригожина на Шойгу и командование армии. Никогда раньше система не допускала такого. Мы видели, как россияне в ужасе бегут от мобилизации, выстраиваясь в многодневные очереди на пропускных пунктах на границе. Россия отчаянно пытается проглотить этого ежа по имени военное поражение. Но получается не очень. И не получится. За войной больше нельзя следить по телевизору с дивана, как за футбольным матчем. После поражений под Изюмом и Лиманом, после начала мобилизации, война постучала в дверь каждому, вызывая у граждан вполне логичный и справедливый вопрос. Вопрос очень простой и совершенно для путинского режима убийственный. Зачем? Это самый страшный вопрос для Путина, потому что на него нет ответа. Зачем мы на это все пошли? Зачем мы пришли на эту землю? Зачем российская армия убивает там людей? Зачем ей там быть? Зачем российским солдатам за это погибать? Зачем? До завтра.